Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Привет. Да-да, ты мой любимый слушатель. Привет тебе. Позволь мне в этом выпуске обратиться лично к тебе. И давай на «ты». Так будет проще. Если ты меня сейчас слушаешь, скорее всего, ты учишь русский язык. Или только собираешься. Или ты уже пробовал его учить, бросил, но теперь тебя сюда случайно занесло по рекомендации YouTube или Spotify. У меня для тебя две новости. Одна плохая и одна хорошая. Плохая новость в том, что 90% людей, которые хотят выучить русский язык, никогда не заговорят на нем свободно. Они остановятся на полпути, либо еще раньше. Их русский навсегда останется примерно на уровне «Привет, как дела? Меня зовут Джон, и я из Америки». Но есть и хорошая новость. Примерно 10% его все-таки выучат. И выучат круто. Вот у них-то и откроется доступ к целому миру. К Достоевскому в оригинале, к русскому юмору, который невозможно перевести, и к возможности понять все культурные отсылки их русскоязычных друзей. Цель моего подкаста – сделать так, чтобы ты попал в эти 10%. И для этого мы сегодня разберем 5 причин, из-за которых остальные 90% потерпят крах. Потерпят крах, простыми словами, означает, что кто-то потерпит неудачу. Важная ремарка. Если ты уже понимаешь, о чем я здесь говорю, без каких-либо субтитров и переводов, то велик шанс, что ты уже входишь в эти 10%. И тебе мои советы совсем не нужны. Ты и так большой молодец. Но если тебе все-таки интересно послушать, о чем я буду говорить, то, конечно, оставайся. Я буду только рад. Сегодня мы будем говорить о том, что может помешать выучить русский язык. Поехали! Первая причина заключается в отсутствии настоящей мотивации, когда язык учат просто для галочки. Делать что-то для галочки – это делать что-то без желания, потому что кто-то сказал это сделать. То есть нет никакой внутренней мотивации к чему-то стремиться или чего-то достичь. Если твоя цель просто добавить строчку в резюме о том, что ты знаешь русский, то ты уже проиграл. Русский язык не прощает такого отношения. Его нельзя выучить с такой слабой мотивацией, потому что русский – это тот язык, который реально требует жертв. То есть он требует, чтобы он был тебе реально нужен. Знаешь, что такое настоящая мотивация? Настоящая мотивация – это когда твоя девушка из Новосибирска говорит, что не выйдет за тебя замуж, пока ты не скажешь без акцента «я тебя люблю». Настоящая мотивация – это когда твой бизнес-партнер в Москве не говорит по-английски, а только по-русски. В нынешних условиях вряд ли, конечно, у кого-то остались бизнес-партнеры в России, но все же. Настоящая мотивация – это когда ты просыпаешься каждое утро и бежишь учить русский язык, потому что тебя прет, потому что ты в него влюблен, потому что тебе просто нравится это делать. Закрой глаза и ответь честно. Зачем ты учишь русский язык? Если ответ расплывчатый
или ты вовсе не можешь найти причину, по которой ты учишь русский язык, шансы на успех очень маленькие. Поэтому нам нужно срочно искать мотивацию. Допустим, мотивация все же есть. Но жизнь все-таки штука очень сложная и непредсказуемая. У всех у нас есть работа, семья, наконец, любимые сериалы на Netflix. Не может же вся жизнь заключаться только в изучении русского языка, правда? К чему я это все говорю? Дело в том, что вторая фатальная причина заключается в отсутствии системы и нерегулярности занятий. Ты как бы учишь язык, но делаешь это очень редко. Раз в неделю, месяц или даже год. Знаешь, как работает наш мозг? Он забывает информацию гораздо быстрее, чем ты успеваешь ее переварить и сохранить. Переваривать информацию означает понимать и усваивать то, что ты узнал. То есть, когда ты что-то прочитал или услышал, ты это перевариваешь, делаешь выводы и запоминаешь. Поэтому, если ты занимаешься в понедельник, а в следующий раз вспоминаешь о русском только в следующее воскресенье, твой мозг думает, что то, что ты делаешь, не имеет никакой важности. Поэтому он и не старается запоминать новую информацию и удаляет ее из памяти. Именно поэтому нам так тяжело вспоминать слова, которые мы почти не используем. Для того, чтобы выучить русский язык, мы просто обязаны заниматься регулярно. Я знаю, что тебя уже тошнит от этих советов, потому что ты слышал о них 1000 раз, возможно, даже на разных языках, но я повторю в 1001 раз. Лучше заниматься 15 минут каждый день, чем 3 часа, но раз в неделю. Потому что изучение языков — это именно тот навык, который нужно постоянно прокачивать. Глупое сравнение, но все же. Представь, если бы мы чистили зубы не каждый день, а раз в неделю, но зато очень долго, например, 3 часа, и я думаю, что мы бы очень скоро разорились на хорошего стоматолога. Разориться, кстати, означает потерять все деньги или стать очень бедным, потому что ты потратил все. Мы бы потратили все наши деньги на стоматолога, поэтому разорились бы. Запомни, без ежедневного контакта, без ежедневных занятий мы постепенно теряем тот язык, который учим. Третья причина, и она тоже очень важная, это перфекционизм и постоянный страх ошибок. Друзья, признаюсь честно, именно из-за этой причины у меня было больше всего проблем с изучением языков. Я, кажется, до сих пор страдаю от этого синдрома и никак не могу от него избавиться, от этого синдрома отличника. Но с каждым днем я все больше стараюсь не бояться казаться глупым. И не понаслышке знаю, как это трудно сделать. Не понаслышке означает, что я знаю это сам, на собственном опыте. Я лично сталкивался с этой проблемой. Я знаю о ней не понаслышке. Для тех же, кто никогда не сталкивался с такой проблемой, расскажу. Сидит вот такой человек на уроке, наш отличник, и молчит в тряпочку, потому что боится сказать «ложить» вместо «класть». Молчать в тряпочку — это, по сути, молчать и не говорить ничего лишнего. И вот сидит наш отличник на уроке и боится открыть рот, чтобы, не дай бог, ошибиться. А после урока он пишет в общем чате сообщения по 10 минут, сверяясь с переводчиком. Потому что, опять же,
Он очень боится ошибиться и показаться глупым. И знаешь что? Наш отличник никогда не заговорит на русском языке. Он будет дальше молчать, пока не изменит свое отношение к изучению. Потому что язык — это мышца, как бицепс или трицепс. И чтобы ее накачать, нам нужно постоянно говорить. Нам нужно постоянно тренироваться. Ты же не приходишь в тренажерный зал и не поднимаешь штангу весом в 100 килограммов в первый же день. Неа. Ты берешь пустой гриф и делаешь криво, косо, неправильно, но делаешь. С языком происходит то же самое. Единственный способ научиться чему-то — это постоянно тренироваться. Нам нужно совершать ошибки и делать это часто. Причем, чем больше ошибок, тем лучше. Когда мы молчим, когда мы боимся сказать глупость, мы не можем получить фидбэк. Мы не можем получить обратную связь на нашу ошибку. Поэтому мы никогда и не научимся говорить правильно. Вот и выходит замкнутый круг. Замкнутый круг — это такая ситуация, когда ты не можешь решить какую-то проблему, потому что ее решение вызывает новую проблему. И все повторяется снова и снова. Например, ты не можешь найти работу, потому что у тебя нет опыта. А чтобы получить опыт, нужно уже работать. Вот и у нас с языком также. Чтобы говорить правильно, нужно ошибаться. А чтобы ошибаться, нужно хотя бы говорить. Запомни главное. Носителям абсолютно плевать на твои ошибки. Что важно для нас, это то, что ты вообще пытаешься говорить. Мы не против, когда иностранцы коверкуют русский язык. Наоборот, так мы видим. Человек пытается заговорить на нашем языке. Пусть с ошибками, пусть с неправильными словами и окончаниями, но пытается. Не будь перфекционистом, будь смелым, ошибайся. Следующая ошибка кроется в пассивном способе изучения языка. Не пойми меня неправильно, я сам сторонник теории Стивена Крашена про comprehensible input. Я тоже обожаю потреблять язык на фоне, просто слушая подкаст или наслаждаясь любимым сериалом. Но весь процесс обучения не должен строиться только на этом. Это ловушка. Мягкая, уютная, комфортная. И из этой ловушки нам срочно нужно выбираться. Если ты включаешь сериал на русском, активируешь английские субтитры и просто потребляешь контент, параллельно читая субтитры на своем родном языке, то у меня не очень хорошие новости. Так язык никогда не выучить, особенно русский. Просмотр фильмов, прослушивание музыки или подкастов без активной работы — это, конечно, хорошо, но недостаточно. Да, это лучше, чем ничего, но этого недостаточно, чтобы овладеть языком по-настоящему. Это как лежать на диване и смотреть обучающее видео по игре на пианино. Ясное дело, что чему-то ты, да, научишься, но играть на пианино после этих видео ты так и не сможешь. Поверь, я, как никто другой, понимаю, что активное обучение — это больно, часто некомфортно и, откровенно говоря, иногда скучно. Ставить на паузу фильм на каждом втором предложении, выписывать слово, искать перевод, составлять собственное предложение, читать его вслух
И так снова и снова. Да, это медленно. Да, это нудно. Но черт возьми, это работает. 90% людей без сомнений выберут пассивный путь изучения языка. И ты знаешь почему. Потому что он легкий и приятный. А потом они еще удивляются, почему так и не смогли освоить русский язык после просмотра сотни сериалов. Особенно, если они были просмотрены с помощью субтитров на родном языке. Пойми, наш мозг очень хитрый тип. Ему капец как не нравится напрягаться. Но без этого напряжения результат остается посредственным. То есть обычным или не очень хорошим. Результат есть, но не такой хороший, как хотелось бы. Он посредственный. И чтобы результат не был посредственным, нужно немного поработать. Пятая причина, которая прямо связана с предыдущей, это отсутствие разговорной практики, твоего output. Мы учим слова, делаем упражнения на грамматику, слушаем подкаст The Russian Flow. Все вроде бы здорово, но как будто чего-то не хватает, а именно практики общения, практики использования русского языка. Как я уже говорил ранее, язык — это мышца. Если ты только читаешь или слушаешь, то ты развиваешь только пассивные навыки. И когда наступает час X, когда наступает момент говорить, твой язык немеет, а в голове абсолютная пустота. Когда я говорю, что язык немеет, это значит, что он как бы не чувствуется во рту. Он как будто пропал. Еще можно сказать, язык проглотил. Примерно в этом же контексте. Так вот, без реального общения с живым человеком, без реальной практики вы никогда не сможете заговорить. И тут же возникает вопрос, переходит ли input в output? Помогает ли пассивное изучение языка при говорении? И ответ на этот вопрос, конечно же, да. Пассивное изучение – это тот фундамент, без которого не простоит ни одно здание. Но для того, чтобы его построить, нужно говорить. В этом выпуске я не очень хочу слишком углубляться в эту тему, потому что могу говорить об этом часами. Если вам будет интересно послушать про, так скажем, теорию изучения языка, то напишите в комментарии, и я сделаю про это отдельный выпуск. Здесь же лишь отмечу, что у разных людей разные задачи, и поэтому заставлять говорить человека, если он этого не хочет, как минимум глупо. Однако, если ты хочешь общаться с русскоязычными людьми, рано или поздно придется открыть рот и делать ошибки. В заключении добавлю, что чем больше ты слушаешь, чем больше контента потребляешь, тем проще тебе будет начать говорить. В какой-то момент чаша переполнится, и слова сами начнут выходить. Иногда даже непроизвольно, без желания, неосознанно. Вот тут-то и происходит настоящая языковая магия. Сегодня мы разобрали лишь первые 5 причин, почему 90% изучающих русский язык никогда не дойдут до цели. Я не хотел делать выпуск очень большим, поэтому разбил эпизод на 2 части. В следующее воскресенье мы разберем не менее важные оставшиеся причины. Если было интересно, жду тебя ровно через неделю. А пока я говорю до скорой встречи, скоро услышимся.